Всех приветствую на своем канале. И сегодня мы делаем обзор на Debian 12. И начнем мы его с загрузки системы. Так, начинаем. И систему мы эту установили на Dell XPS M1330. Это у нас Core 2 Duo, 2 потока, 2 ядра, 2,4 ГГц. Очень слабый аппарат 2008 года, ну, относительно 2025 года, естественно. Вот, оболочка у нас XCFE. В предыдущем видео у меня был Linux Mint с такой же оболочкой. И я решил проэкспериментировать именно вот, собственно говоря, и загрузка завершилась. Ну, пускай там я чуть 42-43 секунды, ну, или 41. Как видим, загрузка происходит, можно сказать, для такого аппарата моментально. Это первый плюс этой системы по сравнению с Windows 7, Windows 10, Linux Mint, которые я сюда устанавливал. Вот. То есть, как один из подписчиков у меня там в комментарии писал, все зависит в основном от оболочки. Ну, как видите, у нас оболочка осталась та же самая, XCXE, а я поменял Linux Mint на Debian 12. Причем Debian 12 я выбрал не из-за того, что говорят, что это один из легких дистрибутивов. Нет, он не один из легких. Но почему-то на моем ноутбуке он оказался из Linux, скажем так, Linux Mint считается более легкой оболочкой. Но загрузка происходит гораздо быстрее, чем на Linux Mint, именно на Debian 12. На Linux Mint, кто смотрел мое видео, у меня 4 с чем-то минуты загружался ноутбук. Ну, это просто жесть. Хотя, когда он загружался, он работал довольно быстро. Ну, мы видим, как и сейчас, вот у меня показывают процессы, то есть уже процессор, вот он, практически там в процентном соотношении очень мало сейчас берет, то есть он уже все загрузил, и то есть любой, допустим, открываем проводник, раз, моментально, есть, хорошо, закрываем, ну, можем даже не закрывать, мы сейчас вот, допустим, Chrome, раз, ну, чуть дольше, конечно, но имеем в виду, что у меня здесь два окна, вот, одно загружается, ну вот, пожалуйста. Вот вторая вкладочка. То есть, в принципе, прогрузка шикарная. Вот. И вот второе окно. Здесь больше. Это сразу уже открылось еще 5, сколько у нас? 6-7 вкладок на одном окне. Вот они прогружаются. Вот. Вот, пожалуйста. И 2 или сколько у нас? Да, 2 вкладки на другом окне. То есть это старый ноутбук, и вот так вот он работает. Вот. Вот. Ну, творческая студия YouTube немножко дольше прогружается, но тем не менее. Все остальные обычные поисковые, ну, уже и загрузилась творческая студия. Вот. Все, да. Второй мой канал, неважно. То есть работать уже обычному человеку, там, маме, папе, серфить в интернете, но очень шикарно, со всеми обновлениями, со всеми патчами по безопасности можно. Никакой рекламы здесь нет. Это вот второй плюс. Ну, в Linux Mint тоже ее нету. То есть она есть на определенных сайтах, но, опять же, она не выскакивающая нигде там, как на Chrome у меня было на 7 Windows, на 10. То есть вот плюс шикарный этой системы. Да, это уже новый Linux. Это есть минус этой системы. Где-то 40%, допустим, вот этих вот всяких графика там. Ну, графика нет, что я тут в инструменты, да, всяких понаставил там
разных программочек. Вот мы сейчас их и будем тестировать. Допустим, диски, управление дисками и носителями, это я через командную строку ставил. Но мы заходим, это все вот, пожалуйста, Gemini или чат GPT, спрашиваем, вот у меня Waydroid там на Debian, это я тоже хочу все это вынести в свою систему. Очень хочется сделать как на Apple, ну, на Mac системах, именно среду, свою среду телефона и ноутбука. Ну, не знаю, пока у меня удалось только с хромом немножко, в плане того, что, допустим, заходим сюда и смотрим историю. Вот, и у меня история есть там, допустим, вот ваше устройство Pixel 7. Вот, допустим, мое устройство, вот оно Pixel 7 у меня. И у меня синхронизируется, так как один аккаунт, закладки, то, что я смотрел, допустим, на телефоне, и теперь я могу смотреть это, открыв ноутбук, продолжить работу в ноутбуке. Но это что касается, конечно, только браузинга, то есть таких поисковых систем там и, ну, опять же таки, могу в YouTube Studio тоже, в принципе, продолжить работу. Если я начал на телефоне, где-то там на работе или в дороге, то могу зайти уже дома на ноутбуке. Пока все эти системы я на старом ноутбуке тестирую. То есть, ну, если уже на старом вот так это все работает, то представьте, как это будет работать на более мощном железе. Это шикарно, скорость работы, ну, единственное, что здесь видеокарта подкачивает, что, ну, то есть обрабатывать видео, конечно, элементарные это вещи в YouTube Studio можно сделать, там хэштеги, теги там добавить, все это можно, да, и оно быстро, это все там, допустим, субтитры, ну вот, к примеру, вот один из моих роликов, там, допустим, раз, то есть он открывает моментально, то есть вот это все здесь я могу быстро отредактировать. Но там, допустим, эти самые, все это добавить могу быстро. Хотя на винде, вот именно YouTube Studio, на этом самом, даже на Linux Mint немного все-таки YouTube Studio на Linux Mint чуть-чуть подтормаживало все вот это вот, то есть оно так быстро у меня не прокручивалось, и нужно было немножко ждать. А на винде это вообще было жесть. Причем Windows, что 10, что 7 я оптимизировал, облегчал там через форумы. Ну, все равно эффекта такого, как Debian 12 и Linux Mint не давала. Ну, Debian 12 это вообще вот просто шикарно. То есть, в принципе, основной минус, но для простого пользователя, это, конечно, командная строка, то есть 40 где-то процентов, ну, для себя я поставил каких-то программ, и то чисто с помощью Gemini и чата GPT, вот. Ну, в принципе, без проблем. Если вам не сложно, я думаю, что не сложно пользоваться уже этими ресурсами, то в принципе никакой проблемы в этом нету, чтобы получить именно такую работу от железа. Тем более, если ну, нет возможности или кто-то не хочет менять свой старый аппарат. Ну вот у меня работает, у меня экран устраивает, хотя там 1366 на 800, что-то такое, ну, в районе HD разрешения. Ну, цветопередача, вот я, допустим, сейчас снимаю видео с планшета, и, в принципе, даже под углом он стоит, камера, и, в принципе, вам все видно. Да, немножко у меня тут шрифт, конечно, небольшой, потому что 13 и с чем-то, ну, почти 14, 13,5 или 13,6 дюймов экран. Вот, и немного на удалении сам находится планшет, потому что, чтобы видно было, как, ну, что я тут что-то еще делаю. Вот, допустим, интересно тоже здесь, допустим, сейчас свернем эти вкладки. Тут уже понятно, как работает. И вот загрузка процессора. Вот.
Вот 55-56 градусов. Я термопасту здесь, он у меня 5 лет. И, если честно, к своему стыду я ее не менял. Вот, даже когда его покупал. Вот. Да, у меня 8 гигабайт оперативной памяти. Но она по факту у меня вот, не знаю, сейчас покажу. Вот здесь она показывает memory. Она у меня на 100% никогда не загружается. То есть все упирается все-таки в процессор. Есть возможность, в принципе, апгрейдить и процессор. Ну, там не сильно, на 10-15%. Может, когда-нибудь заморочусь. Напишите в комментариях, нужно, не нужно. Ну, довольно-таки дорогостоящая, даже бэушная эта вещь. Ну, а прирост будет 10-15%. Можно еще добавить сюда, конечно, и внешнюю видеокарту. Но это вообще головняк, ну, тоже. Ладно, вернемся все-таки к Debian 12. Вот, допустим, мы подсоединяем мой Google Pixel. Вот он, 7. Я уже вставил сюда кабелечек. Сейчас в USB разъем вот сюда вставлю. У меня он с левой стороны один свободен, с правой стороны у меня охлаждение, подставочка есть, потому что, ну, на диванчике я это все делаю, не на столе. Вот, ну, чтобы не перегревался. Вот, хорошо. Так, вот он уже определился. Видите, Pixel 7. Только вставил, подключить тон, допустим. Все, вот он уже подключился. Нажимаю. Так, что-то он подключился. Сейчас еще разочек. Что-то пошло не то. Еще раз, если видно. Подключился. Сорян. Надо ж все-таки на самом аппарате меня постоянно нужно нажимать передачу файлов. Вот. Так, что у нас? Нажимаем. Вот. Внутренний накопитель. То есть ни от какой другой системы я такой быстрой работы. Вот сейчас мы даже откроем, у меня куча там фотографий, видео. Вот сейчас мы заходим в DSIM, камера. Нажимаем. Да, нужно подождать. Но на Windows, на этом самом, ты просто будешь ждать очень долго. Здесь, да, там может минутка пройдет, и пока эта минутка пройдет, еще хочу сказать, вот, все. То есть мы уже в этом самом. Единственный нюанс, я почему-то, вот, когда вот я не вижу пока фотографий. То есть, ну, то есть это не то, что оно там не прогрузилось, но вот не показывают как бы здесь. Если, допустим, заходим к себе в папку на жестком диске, вернее на SSD-шке моей, допустим, видео, вот, и сразу вот оно прогружается. Причем видео здесь, вот, это вот оно прогружается, открывается, это 4К видео, чтобы вы понимали. И картинку вот оно прогружает, ну, практически моментально. На Windows 7 у меня практически никогда весь вот этот вот список, он никогда не прогружался. Он там пару картинок вот этих откроет, вот, и все. Открывать я их не буду. Почему? Потому что все-таки у меня видеоядро, оно 4К вообще он, не поддерживается. Да, оно типа открывает его, ну, с большими тормозами даже не буду показывать. Вы сами все прекрасно понимаете, что нужен для... Все говорят, что нужен 4-ядерный процессор для просмотра 4К видео. Вот. На Pixel 7 я в 4К снимаю ролики. Хотя пообщался с чатом GPT и с Gemini, они выдали тот нюанс, что можно даже обойти процессор, можно внешнюю видеокарту с настольного ПК подсоединить. Ну, это, конечно, будет не очень здесь вокруг красиво и геморройно, и можно даже на этом ноутбуке с этим процессором смотреть 4К видеоролики. Смотреть и обрабатывать. Обрабатывать, конечно, очень долго будет, но как бы,
Вот так. Я почему много рассказываю о 4К видео, вообще о видео, потому что, в принципе, основная задача у меня на компьютере, ну, как бы э, иногда там посмотреть фильм, какие-то документы посмотреть, там, э, почту посмотреть, ну, как у обычных людей. Но и добавляю я, ну, я в игры не играю. У меня еще просто самое тяжелое это выложить ролик в YouTube, вот, его перед этим обработать. Не сильно, но тем не менее. Я стараюсь записывать ролики, чтобы их не обрабатывать, но иногда приходится там из двух один сделать, потому что разные процессы происходят, которые в один день, допустим, не уложишься. Поэтому склеивать надо. Но это на телефоне не очень удобно, а здесь, ну, пока что еще невозможно. Ну, это другой вопрос. Вернемся опять все-таки к Debian 12. Ну, красоту всего вот этого вот вы видите, удобство, не знаю, в принципе, настроек куча, много, и то есть куча форумов, прозрачности, все это работает. Вот сейчас давайте еще попробуем, как он отформатирует этот самый. Я еще не пробовал, это будет, так сказать, в первый раз. У меня есть вот такой старый жесткий диск. Здесь записано Windows 10. Вот. Ну, стоит Windows 10, и больше ничего там, никаких файлов нет. Я хочу его сейчас отформатировать. Я еще с помощью Linux ничего не форматировал. Здесь самое интересное, что для меня как бы было в новинку по сравнению с Windows, что в любом проводнике, там только на Linux Ubuntu вроде или на каком-то еще, на в одном файловике есть форматирование диска. Нужно было закачать отдельную программку для форматирования диска. Ну, для меня дикость, но на Linux это именно так. Так, я отсоединяю сейчас свой Pixel 7, так как у нас этот самый один USB свободный. И, кстати, смотрите, вот у меня еще, что я буду использовать, переходник с Алиэкспресса, я не помню, даже доллара там не стоит, дешмановский. В кабель вставляю, ну, чтобы двойной был, чтобы можно было подсоединить к этому самому. Это у меня был карманчик такой, ну, корпус не совсем сохранился, платка сохранилась для жесткого диска выносного типа. Я его подсоединил сюда, сейчас подсоединяем к этому старый жесткий диск, не знаю, насколько у него здоровье хорошее, но тем не менее, он как-то, я думаю, определится. Сейчас посмотрим. О, том 160. Вот, кстати, тут такая система, как-то даже на рабочем столе с агрегаты, которые ты подсоединяешь через USB, они раз, тебе просто даже на рабочий стол не надо даже заходить там, допустим, в проводник. Ну, вот я зашел в проводник, мы здесь его подключим, подключить том. Подключил, вот он уже подключился, значит он что-то нам покажет. Вот там папки, вот это вот Windows 10 он раз так и открыл. Это жесткий диск через какой-то китайский переходник. И то есть работа очень быстрая. Так, теперь мы попробуем его как-то закроем, наверное, проводник. И вот я программку скачал через терминал. Так, инструменты. Так, управление дисками и носителями. Так, устройство не выбрано. Устройство, жесткий диск 160. Выбираем. Так, вот он нам даже тут расписывает. Сейчас я немножко увеличу, чтобы видно было. Я надеюсь, видно. Ну, вроде так видно. Так, что мы будем делать? Диски. Так, ага, тут выбрано. Так, ладно, смотрим, что мы можем. Создать, подключить образ комбинации, справка приложения. Опа, так, здесь что? Форматировать диск. Так, форматировать. Так, не
форматировать диск, не перезаписывать существующие данные быстро со всеми устройствами МБР, DOS. Так, совместимо с современными системами и накопителями 2 терабайт GPT. Да, интересно. Что у нас еще есть? Не перезаписывать. Ну ладно, в принципе. Так, модель серийный номер 160. Я так подозреваю. На автоматическом, короче, режиме отформатируем. Так, есть жесткий диск. Если вы не планируете продать, а даже старый диск, более тщательный тип удаления данных, чтобы предотвратить жесткий диск. Форматировать. Что, все? Уже отформатирован. Свободное место. Что-то как-то странно. Так, что у нас здесь? Да, интересная программка, ну ладно. Свободное место. То есть что, произошло форматирование? И как-то... Давайте еще раз попробуем все-таки. Восстановить, оценить производительность диска даже есть. Давайте попробуем. Оценить. Начать тестирование. Так. Аутентифицировать. Так, ну пока это все происходит, в принципе, будем, наверное, закругляться. Вот. Тормозов в этой системе я практически не видел. Только тормоза происходят, когда у нас ну, что-то не так с нашим железом. В частности, у меня слабая видеокарта. Работа с телефоном шикарная. Вот с внешними носителями, я считаю, тоже все в порядке. Скорость работы, лучшей скорости работы я пока не видел. Кто знает, ну, давайте для старого компьютера более быструю систему, пишите, пожалуйста, в комментариях, я попробую. Ну, вот мне понравилось это тестировать, особенно на своем старом компьютере. Есть у меня возможность, поэтому комментируйте, расскажите, может, я чего-то еще не знаю. Хотел Ubuntu еще проэкспериментировать, но там тоже изначально на этом самом на форуме я читаю, что загрузка там тоже очень долгая. Там вот даже, ну вот просто долгая. Почему, я как-то не могу пока понять. В принципе, вроде все показал. Игры не буду показывать, потому что я в них не играю. Про тяжелые, там, допустим, ну, те же вещи, такие как этот самый видеообработку рассказал. В принципе, могу даже открыть, наверное, давайте попробуем, пока даже, вот сейчас сколько у нас, вот процессор у нас, ну, одно ядро почти полностью работает, второе на 30%. Вот, 66 градусов этот самый, у нас процессор 70, ну, 67 есть. То есть еще один плюс большой. У меня не чистя, ну, не заменяя термопасту, по сравнению с другими системами, даже с Linux Mint, Debian 12 меньше нагружает с теми же задачами мой ноутбук, нежели те системы, нежели семерка, десятка Windows и нежели Linux Mint. У меня один раз там было что-то порядка 90 с чем-то градусов процессор. Я постоянно слежу, потому что поставил вот эту вещичку очень красивую и информативную. То есть я, ну, я считаю, это самая легкая система, ну, которую я пробовал.
но и в то же время она легкая и много здесь чего можно делать. Ну, то есть для меня нет таких задач, которые эта система не может выполнить. То есть обработка видео там DaVinci Resolve поставил и будет работать. Ну, только, конечно, надо другую, эту самую, другое железо. Вот, кстати, насчет работы с этими самыми, там, с офисом, к примеру. Ну, я не буду там какие-то документы открывать. Сейчас мы свернем вот это, если получится. Не получится, наверное. Тогда мы откроем поверх всего проводник. Вот так мы откроем, чтобы нам было видно. И у меня где-то здесь... нет, у меня здесь книг, наверное, нет, к сожалению. Просто откроем LibreOffice. Так. Образование или... Не, вот офис. И вот тут у нас есть LibreOffice калькулятор, что-то там. Просмотрщик документов есть. Ну, то есть, в принципе, для документов здесь вот какой-то офисный пакет. Я вот с табличками, что ли. Что-то такое. Откроем. Аналог офиса Windows. Открывается он гораздо быстрее для работы с документами. Таблицы какие-то, презентации. Ну, то есть кому-то для простого человека там, ну, вот это вот тоже нужно иногда. Но у меня, когда я там резюме там свое редактировал, то автоматом открылось какой-то из этих LibreOffice, и он, то есть, вполне адекватно что-то работает. Ну, у меня, по крайней мере, тогда работало. Ну, на этом я, наверное, буду заканчивать. Всем спасибо, подписывайтесь, пишите комментарии, что бы вы хотели еще узнать по Debian 12 или там, допустим, по Lubuntu. Вот на будущее я буду снимать видео, поставлю сюда еще Lubuntu, попробую. Может еще какой-нибудь. Федору, я думаю, не стоит сюда ставить, это тяжелый дистрибутив. Вот, как-то так. Всем спасибо за просмотр.